Она шла по тротуару, осторожно поддерживая округлившийся живот и пытаясь скрыть слезы. Вокруг был оживленный Лондон, но мир казался ей холодным и безразличным. Проходящие мимо люди не обращали внимания на женщину в поношенном пальто и старых кроссовках. Ее звали Клэр, и вокруг нее не было никого близкого. Ни семьи, ни дома, ни надежды. Полгода назад все изменилось. Клэр узнала, что ждет ребенка. Вместо поддержки ее молодой человек устроил скандал, обвинял ее во лжи и выгнал из квартиры. Она надеялась, что он передумает, но он так и не вернулся. Сначала Клэр ночевала у знакомых, потом в дешевом хостеле, а позже на скамейках в парках. Ее вещи постепенно исчезали, она продала телефон, украшения, сумку, чтобы хоть как-то прожить. Работу найти было невозможно, никто не хотел брать беременную женщину без документов и постоянного адреса. В этот вечер она оказалась у Большого дуба в одном из лондонских парков на окраине города. Был вечер, становилось холодно, и Клэр сжалась в своем тонком пальто, положив голову на рюкзак. Проходящий мимо мужчина в дорогом пальто и с наушниками по имени Джеймс заметил ее. Он был успешным бизнесменом, владельцем крупной компании, человеком, которого знали и уважали. В тот день он возвращался с похорон матери и чувствовал глубокую потерю. Увидев в глазах Клэр ту же боль и одиночество, он остановился. Без слов Джеймс сел рядом, предложив помощь. Клэр сначала боялась довериться, ей приходилось сталкиваться с жестокостью и равнодушием. Но внутренний голос подсказал ей принять его предложение. Вместе они поехали в престижный отель, где ее встретили с уважением и заботой. Джеймс организовал для нее врачебное обследование, привез новую одежду и предложил временное жилье. Он объяснил, что недавно потерял мать и теперь хочет помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Постепенно Клэр начала работать в его благотворительной организации, сначала на ресепшене, затем координатором. Коллектив уважал ее, а сама она снова почувствовала себя нужной и значимой. Между ними завязалась теплая дружба, наполненная искренним вниманием и поддержкой. Когда наступило время родов, Джеймс был рядом, держа ее за руку. Он первым взял на руки малыша и сказал, как сильно он мал и как он силен. Клэр дала сыну имя Майкл. Джеймс обеспечил мальчику полноценное сопровождение и заботу, став для них настоящей опорой. Прошел год. Клэр открыла центр помощи для женщин в сложных ситуациях, вдохновленная своим опытом. Теперь она сама помогала тем, кто остался один на улице, беременным и потерянным. А рядом всегда были Джеймс и Майкл, маленький мальчик, который называл его папой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.